Всем привет! В одном из последних видео я рассказывала свой путь изучения английского от школы до американского вуза, как я это все прошла, что я делала, что на меня повлияло. И там я обещала вам рассказать свои стратегии, которые я использую сейчас, в нынешнее время. Вот я вам рассказываю. Ничего сверх нового, нереального, какого-то уникального у меня нету вообще. Вы, скорее всего, все это знаете. Но в тот момент, когда вы подумаете, я это все знаю, подумайте о том, что применяете ли вы это, и, скорее всего, в этом есть различие. Так вот, первая стратегия, которую я немножечко уже затронула в прошлом видео, это вопрос «зачем?». Зачем вы изучаете какой-либо язык? Не будем привязываться к какому-то другому языку. Так вот, зачем вы это все делаете? Зачем вы изучаете язык? Потому что нас настолько приучили, что английский просто надо. Ну вот зачем надо? Как бы мы подозреваем, зачем это надо. Ну вот там источники, какие-то книги, какие-то поездки, еще что-то, что это международный язык, как ни крути, хотя есть страны, где его вообще не знают. Но суть в том, что вроде бы надо. Вот это дурацкое слово «надо». А кому надо? Вообще никому не надо, но надо, значит надо. Вот. И пока вы не найдете вот эту самую причину, зачем оно вам нужно, вы хотите смотреть фильмы, вам нужно сдать экзамен, вы хотите где-то учиться, вы хотите поехать куда-то или что-то, ваше внимание не сконцентрируется. То есть вы свой мозг не настроите на то, чтобы изучать язык, то есть воспринимать какую-либо информацию. Потому что если мы что-либо учим просто так, то информация, ну, она чуть-чуть закладывается, чуть-чуть не закладывается, что-то остается, что-то пропускается. Но затем, если проанализировать то количество усилий и времени, которое вы вкладываете, оно вообще не равно той информации, которую вы получили. Следующая стратегия – это разнообразие источников, потому что как бы нам не хотелось что-либо изучать, все равно, если у нас очень сухая, очень однотипная информация, мы устаем, так или иначе. Если мы учимся только по карточкам и только по какому-то приложению, то это очень быстро надоедает. Я всегда за то, чтобы и смотреть, и учить, и песни слушать, и фильмы смотреть, и книги читать, и еще что-то. То есть вы должны весь спектр возможных вариаций той информации, которую нужно воспринять, постараться, воспринять в свою жизнь, включить ваше обучение. То есть почитайте, посмотрите, поделайте упражнения, потом поделайте какие-то игровые штуки. Весь этот игровой контент, он немножко напрягает, потому что кажется, ты взрослый человек, что ты будешь играть в этих каких-то львенков, каких-то там найди слово, еще что-то. Но иногда это нужно, иногда нужен какой-то игровой контент, иногда нужно посмотреть какие-то глупые сериалы, где ты вроде бы все понимаешь, но оно разнообразит ваш путь, потому что если вы будете бить в одну точку, с одним источником, например, вы выбрали потрясающий учебник, да, он со всех сторон хорош, но он один. И вы по нему идете, это очень быстро надоест. И еще одна стратегия – это регулярность. Ничто так хорошо не работает, как регулярность занятий. Даже если это 10, даже если это 15 минут, но каждый день, это дает фантастические результаты. Потому что если вы будете все время откладывать, вот я сейчас посижу 2 часа, но эти 2 часа у вас один раз в месяц, не будет ничего. Вот эта вот регулярность в шагах, когда вы изо дня в день хотя бы немножечко продвигаетесь к своей цели, нет ничего лучше. То есть это будет залогом вашего успеха. А для языка это вообще очень, такая основополагающая стратегия, потому что особенно если вы что-то начинаете с нуля, то есть если там какой-то язык вы начинаете учить вообще со старта, вот вы вообще его не слышали, не видели, но вы хотите его выучить. Вот на этом моменте регулярность просто, обязательно. Без нее никак, потому что ваш мозг должен привыкнуть к этому языку. Ему будет очень сложно, ему будет тяжело. Прям это будет с таким скрипом идти, потому что наш мозг не привык воспринимать определенные звуки, определенные конструкции и так далее. То есть это абсолютно что-то новое, инопланетное для него. Это что-то какая-то внеземная цивилизация для нашего мозга. Ему нужно привыкнуть к этому, сформировать новые нейронные цепи, подстроить то, что у вас уже есть и так далее. То есть это большой сложный процесс. Но если вы будете постоянно к нему возвращаться, по чуть-чуть, вы быстрее адаптируетесь к новому языку, вы быстрее дадите мозгу привыкнуть, повторюсь, к звучанию, потому что мы все равно привыкаем, то есть у каждого из нас мозг привыкает к тому языку, в котором мы находимся.
в детстве, и к звучанию этого языка. Почему иногда невозможно избавиться от акцента? Потому что наш мозг, ну и за счет этого речевой аппарат, не может воспринять определенные звуки. То есть мы не слышим в них разницы, мы не можем их воспринять. Почему там у кого музыкальный слух, те немножко лучше это все делают, потому что у них натренированный слух на разные звуки, и они легче это воспринимают. Но в любом случае, даже если вы можете это все воспроизвести, это сложно. Какие-то новые конструкции, которые нужно время. И регулярность повторений дает вам гарантию результата. И следующая стратегия, которую я всегда говорю, когда мы учимся, это, конечно же, применение. Без применения мы далеко никуда не уедем вообще. Потому что знания – это одно, сухие знания, ну, как бы вот они закапсулированы. А то, как вы их применяете, это совершенно другая история. Потому что, когда мы что-то учим, когда мы что-то воспринимаем, если мы это сразу же не переносим вовне, какое-то применение, в разговор, ну вот если в случае иностранного языка, в разговор, в то, что мы послушали, то, что мы поговорили, мы пописали, мы поделали упражнения, это все практическое применение. Если вы только выучили тему и все, то запоминание, оно останется на таком очень низком, во-первых, уровне. Во-вторых, если вы все-таки приложите очень много, опять-таки, усилий, вы вызубрите тему, и что вы будете дальше с ней делать? Ничего. Она останется вот так вот мертвым грузом. Да, вы будете знать все правила правописания, там, например, английского языка. Вы молодец. Но сказать вы ничего не можете, потому что вы выучили это очень, как бы, абстрагировано от всего, без контекста, без применения, без ничего. Все. Ну, вы выучили, вы молодец. Это бессмысленно. И последнее, это не стратегия, это магия живого интереса. Потому что если вы себе не ответили вначале на вопрос «зачем?», ну, как бы ответили, мне просто интересно. То есть я не хочу какой-то конкретный результат, а мне просто это интересно. Как новизна, как что-то такое, какая-то конструкция, вам интересно поразбираться в этом, проанализировать, составить что-то новое, узнать что-то новое. Ну, вот просто интересно. Это вообще самая потрясающая цель, которую вы можете получить. Живой интерес очень сложно подделать. А если он у вас есть, это вообще билет в первый класс, потому что живой внутренний интерес – это самая лучшая, во-первых, внутренняя мотивация, во-вторых, это потрясающе настраивает ваш мозг на то, чтобы получать информацию, ну, он прям жадно так впитывает информацию. И бывает, что такой интерес появляется для изучения языка. Ему можно немножечко раззадорить какими-то там, не знаю, сериалами, которые вы хотите посмотреть, и вы хотите докопаться до всех там тонкостей юмора или, наоборот, трагичности ситуации, которые не передает переводчик, или какую-то книгу, вот вы хотите ее прочитать в оригинале, потому что, опять-таки, в переводе все срезается, вырезается. Я, например, вот задумалась о том, чтобы прочитать Джейн Эйр в оригинале, потому что я узнала, оказывается, там столько тонкостей, которые порезали переводчики. То есть, если вы найдете в себе хотя бы маленький огонек этого интереса, раздуйте это пламя, потому что это будет подспорьем того, что вы наверняка достигнете своих целей, вы достигнете хорошего знания языка, любого знания. Если есть интерес, знания вообще легко зайдут, останутся, будут вам в пользу и так далее. Поэтому искренний интерес – это потрясающая вещь, которую надо всегда беречь. То есть если вам что-то начинает вдруг нравиться, ну вот такой вот интерес живой у вас появляется, всегда хватайтесь за это. Это всегда будет полезно, это всегда будет интересно, это всегда пригодится вам, потому что, к сожалению, во взрослых людях вот этот искренний интерес, он уже не так часто появляется, как у детей, потому что в подростковом возрасте это все очень сильно гасится, потому что не спрашивай, не надо, это вообще потом, зачем тебе это вообще нужно, и вот эти вот моменты очень гасятся. Поэтому хватайтесь за свои искренние интересы, то, что вам нравится, там, в языке, не в языке. И как раз-таки говоря об интересах, когда я рассказывала о своем опыте по английскому, я как раз припомнила о том, что я изучала корейский, я начала листать свой учебник, по которому я училась, и у меня появился этот самый интерес, которого не было даже первый раз, мне кажется, потому что тогда я хотела смотреть сериалы, но их очень быстро начали переводить на русский язык, то есть какое-то время они не были популярны, потом они стали резко популярны, их стали много переводить, и не нужно было ждать там месяцами, чтобы вышла новая
серия. И у меня как бы интерес угас. Сейчас же мой интерес совершенно по-новому раскрылся, и я решила не терять этого запала, потому что я хотела еще итальянский изучать. Об этом тоже в отдельном видео я поговорю. Ну, вообще, в принципе, что я поняла, что да, я хочу это возобновить, поэтому думаю, что видео по изучению языка будет немножечко больше, потому что я сейчас буду этим заниматься, буду комплексно все-таки это составлять. Вот. Все, мои хорошие. Я надеюсь, вам это поможет. Опять-таки, повторюсь, никакой революции, ничего уникального, но это действительно работает, потому что это комплементарно к нашему мозгу, к тому, как он обрабатывает информацию, как он получает информацию, и, соответственно, это действительно работает. Поэтому, если вы об этом знаете, но не применяете, то не надо фыркать и говорить, что мы это уже все знаем. Лучше попробуйте применить. Все, до следующих видео. Пока-пока.